Всем привет! Давно не виделись, не всегда, к сожалению, обстоятельства складываются удачно, и бывает достаточно свободного времени на работе для хобби и монтажа, но мало-помалу начинаю доделывать новые выпуски, которых уже наснимал довольно много. Переход у нас долгий, так что по традиции видео довольно длинное, и я очень надеюсь, что у вас хватит сил, терпения досмотреть его до конца. Понемножку просыпаемся. Многие спрашивали, как же мы питаемся. Ну вот, показываю вам, чем повар сегодня радует на обед. Экипаж у нас смешанный, для офицеров готовят в основном европейские блюда, а рядовые у нас филиппинцы предпочитают больше азиатскую кухню. No rice, no power. Сразу скажу уникумам, которые пишут в комментариях, что офицеры жируют, а рядовые сидят на сухпайке. Идите лесом, наши малыши кушают вдвое больше и никогда не бывают обижены. Получили в этом порту свежие продукты, холодильничек у нас немножечко наполняется, где-то в морозилке даже были пельмешки, выходили механики в город порадовать себя, поделятся позже, но покушаем позже. А сначала пройдемся по палубе, посмотрим, как работа продвигается. Hello! Для тех, кто пропустил предыдущее видео, вчера мы выгрузились в Испании. Наше судно зафрахтовали для перевозки нового груза. Предварительно это зерновые из Северной Америки на Европу. Порты, как и характеристики груза, еще предварительные, но то, что нас ждет переход через Атлантический океан и подготовка трюмов под зерновые, это к бабке не ходи. Пока погода позволяет держать открытыми крышки трюмов, это значительно облегчает задачу по их подготовке, но сами видите, уже заходит океанская зыбь с носа, бодро прыгаем по волнам. Все время нужно подруливать, чтобы не допустить сильной качки. Но на сегодня мы закончили, уже довольно поздно, работали при палубном освещении, времени не так много, как кажется и как хотелось бы для подготовки трюмов под зерновой стандарт. Сейчас закроем крышки, погасим свет, выходим на нужный курс, мы идем на запад, теперь все закаты на моей вахте, мы уже довольно далеко отошли от берега, трафик у нас минимальный. Волна идет с северо-запада, там у нас очередной циклон, наше судно в балласте, ну и тут даже небольшая зыбь, заходящая в борт, будет доставлять приличный дискомфорт при работе и отдыхе. Завтра, скорее всего, начну смену балластных вод, которые мы взяли в Хуэлве, на чистую океаническую. Позже расскажу, зачем это делается. Сейчас передадим вахту третьему помощнику и спадки. Завтра новый день. Новый день, новые возможности. Тут подшаманим, тут уберем, там подкрасим и готово. Помещение под сезонную аренду за все деньги мира. Возможно, я мог бы даже стать успешным риэлтором. Или СТО открыть. Нам главное убрать остатки предыдущего груза, хлопья ржавчины, старые краски, нанести слой свежий и потом все это хорошенько просушить, подмести. Некоторые зрители ужасались состоянию трюмов и как так можно перевозить зерно, которое поступает в пищу. Видать, забыли, что оно растет в земле, в пыли, собирается не белыми перчатками в стерильные пакеты, а проходит долгую цепочку доставки и переработки до того момента, как поступит в пищу. Хотя все, конечно же, зависит от страны, где вы живете. Поверьте, вы не захотите увидеть то, что происходит в бедных регионах Африки. Вышли на свет Божий. Тепленькая. Свежий соленый душ. У нас путевка, все включено. Погодка шепчет. Боцман на связи. Не откатывается вода с билджей в трюме. Вот так дополнительно мы закрепляем крышки при помощи строп, чейнблоков, чопики и башмаки под колеса.
Ну и главное, хороший курс выйти вахтенному. Тут у нас замывка очередного трюма с соленой водой. Используем комбиган. В нем дополнительное давление создается подачей воздуха судового компрессора. Вроде его пока хватает, чтобы достать замыть верхнюю часть. Сейчас у нас работает только один пожарный насос на линию. Магия монтажа. Оп, и ты уже выспался. Да-да, вот такое борделло. Полуденный сон на диванчике, ножки длинные, приходится еще и кресло использовать. Эх, ну идем на прогулку, пока погода позволяет. Что тут у нас? Отличный солнечный полдень. Шумновато немного, но это уже издержки производства. К этому мы привыкли. Вот палубу тут не мешало покрасить. Ну, на обратной дороге в грузу займемся. Где-то поблизости ходит Терцеро. Сегодня он работает на шлюпке. Ну, если быть точнее, в ней. Начал потекать передний иллюминатор, да и петли разболтались. Будет устранять. В Штатах с большой долей вероятности придет на праздничный ужин Костгард с очередной проверкой судна. Да уж, покрасить точно не помешает, тем более Мастер Стейшн, аварийное место сбора. Нам еще химии для замывки трюмов навезли, уже даже нету места, где складировать. На крыше дома моего навигационная палуба. Нам сейчас тревожное сообщение пришло от агентов в Штатах. Есть высокая доля вероятности, что по высоте мы не пролазим. И наш отважный электришин сейчас примеряется к антеннам. Ищем возможность их опустить чуть-чуть пониже. Пониже мне нужно. Про результаты я вам расскажу завтра на вахте. Сейчас у меня смена балласта. Вот так выглядит Ballast Operation Room. Консоль для управления тритмент-системой для очистки воды. Ну и основная консоль управления клапанами, балластными насосами, индикаторы. Запустили аварийный пожарник. Как я ненавижу этот звук. Снова низкий уровень хлорина в системе. Но у матросов шаур-пати замывают последнюю крышку и на ужин. Недавно принял вахту, на палубе же рабочий день уже окончен. Возвращаемся на курс и начинаем наслаждаться болтанкой. Пока не сменим весь балласт, не наберем полные танки, мандаринки так и будут кататься по каютам. Забыл совсем рассказать по Voyager. Получили апдейт. Ну вот как раз похожу, поснимаю обстановочку и поделюсь новостями. Скинул фрахтователь предварительно порт погрузки. Это Новый Орлеан. Ну, точнее, регион Нола. Там множество терминалов на берегу Миссисипи. Но самым неприятным оказалось то, что наш довольно далеко от устья и по пути с дюжины мостов. Вот под одним из них как раз по предварительным расчетам мы точно не пролазим. Официально, конечно, терминал пока не подтвержден, но предчувствие уже неприятное. Предварительно придется снимать топовые антенны, сигнальный огонь на 1,5 метра ниже, ну и срезать верхушку мачты. И это все помимо того, что нужно будет заходить с полным трюмом воды и максимальным тримом на корму. Это порождает последующие неприятности. Мы не будем готовы к погрузке по приходу на терминал. Сейчас ведется переписка, но результаты не особо воодушевляют. Все задержки будут за счет нашей компании. И крылатая фраза про проблемы индейцев и шерифа сейчас как никогда кстати. Парам-пам-пам. Покой нам только снится. Скоро полночь. Я еще не закончил с балластом. Неприятная штука в том, что из-за недавно установленной системы очистки на этом судне невозможно одновременно откатывать воду из трюма во время его подготовки, ну и проводить балластные операции. А пока погода позволяет, нужно закончить. Вот и приходится еще и ночь не спать. Ну, дома выспимся, хотя это тоже вряд ли. Осталось уже немного, около полуметра до главной палубы. Ну вот как пойдет перелив через воздушники, будем останавливать.
Сегодня закончим 3 пары балластных танков и на боковую. Хотя это сегодня будет завтра, часиков 2. На вахту я все равно уже не пойду. Пусть второй, третий стоят 6-часовые вахты. Моя тоже и хотеть спать. Что-то уже и проголодался на свежем воздухе. Пойду бутербродик сделаю, чайчик заварю. Но это только в том случае, если вахтенный механик не доберется до холодильника первым. По традиции планировал сделать получасовое видео, но все же решил разбить переход на части, исходя из многих комментариев. Не у всех хватает терпения, да и банально свободного времени. Надеюсь, что выпуск получился интересным. Если да, поддержите подпиской, лайком, комментарием. Новый уже в процессе. Надеюсь, в самое ближайшее время его загружу. Всех обнял. До новых встреч. Пока-пока.